Здравствуйте еще раз. Тема моего сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, управление текущими задачами. В данной теме я показываю, каким образом нужно, во-первых, выделять область текущих задач и, рассматривая данную область, стараться, учитывая текущие задачи, обязательно разделять их на подструктуры, то есть что есть система макроспособностей, что есть ваше личное, например, действие. И желательно в этой теме обязательно практиковать именно в реальном времени. То есть, когда вы работаете по системе текущих задач, это есть те задачи, которые вы решаете. И учитывая, что существует определенный принцип универсальности действия, то есть вы должны уметь решать задачи и в том числе как бы строить, например, там, стратегическое будущее, да, строить структуру тактического, то есть текущего управления, то получается, что в область текущих задач входит, естественно, структура будущих событий. И когда мы говорим о структуре именно, там, например, бесконечного развития, то получается, что текущая задача человека все-таки является область бесконечного развития тоже. И получается, вот выделение вот этого зерна, так скажем, вечности, да, бесконечности, выглядит именно как, кстати, зерно. Вот если, например, золотистого причем цвета, если, например, задаться вопросом, почему на Земле зерно выглядит именно так, как структура будущих событий получается, да, из зерна вырастает пшеница и так далее, да, некое растение, то мы можем видеть, что формы, которые мы имеем, они как бы не просто так организованы. Вот если рассмотреть, как действует Бог, да, Он же делает образ информации, но для оптимальности действия Он этот образ должен реализовать и на физическом уровне. Получается, само зерно, оно так действительно и выглядит на информации. И поэтому получается, чтобы приблизить как бы структуру вечности, фактически вечного развития сюда, в область текущих задач, мы должны выделить конечную форму, ну, например, форму зерна. И приближение этой формы в текущее действие, ну, как некий довесок, да, получается. Вы все время что-то делаете, вот это зерно все время у вас находится в управлении, как некое золотое свечение. Выглядит это как, например, сфера управления или там некий уровень овального типа, скорее похож на уровень некого именно шара управления, небольшого шарика, который и не имеет четких границ, но выпуклость вот этого светлого цвета это есть текущая задача. То есть текущая задача отличается тем, что это все-таки не фиксированная, например, сфера. Это не фиксированная, например, структура, если это плоского управления. Это всегда существование некой динамической области, которая обозначает как бы или преддействие до области текущей задачи, или после действия. Вот поэтому это всегда подвижная система. И, кстати, выделить область текущей задачи именно на восприятие достаточно просто именно за счет подвижности. То есть любой человек, который даже только начинает практиковать, может посмотреть перед собой на информацию, и если у него есть проблемы, то, значит, ну, увидев какие-то фиксированные, да, системы в виде проблем или задач, не обязательно проблем, ну, например, позитивные задачи, как область информации, то именно динамическая область – это и есть область именно текущих задач. И умение выделять эту область важно еще потому, что как только вы переводите управление на себя, то вы контролируете в волевом уже управлении. То есть контроль за этой областью дает реальный контроль в пространстве времени. Вот здесь есть некая особенная ситуация, что в текущем времени у людей могут быть разные ситуации, например, а при этом человек должен уметь все время решать какие-то свои задачи и контролировать как бы приходящие там системы или там исходящие, проходящие и так далее. И получается, что вот этот контроль за известными системами – это одна из областей текущей задачи, как правило, стремящихся к корневой системе, и есть неизвестные задачи, например, задачи будущего. Или задачи, кстати, прошлого, неизвестного типа. Вот это интересная область, которая в текущем времени, именно в области текущих задач, всегда вырисовывается как область того, что в прошлом чего-то вы, как бы, может быть, ну, как бы не заметили или не обратили внимания. Вот обратите внимание, в управлении существует такой элемент, что человек со временем начинает как бы периодически на высокой скорости как бы постигать, что в прошлом, возможно, он что-то как бы, ну, пропустил за тем, что это было незначительно, как он посчитал событие. В текущем времени это может быть незначительным тоже событием с точки зрения текущего времени, но вот событие как бы приближается. И вот когда мы начинаем смотреть, как делает Бог, Он
например, в данном случае тогда не распространяет управление, например, там, в минус бесконечно или в плюс, он просто приближает задачи до уровня восприятия и делает их совместимыми именно с благоприятным обязательно будущим развитием. То есть всегда нужно сделать так, чтобы любая информация, которая к вам приходила, она была бы и не то, что там в виде условного действия, да, была бы, она обязательно должна быть, особенно в случае макроспасения, созидательной, осуществимой в положительном для вас смысле. Особенно важно это, естественно, при том случае, когда вы лечите какое-либо заболевание, там, и, ну, например, там, другой человек может как-то нуждаться в быстрой помощи, да, и тогда получается, что вы должны обязательно вот этот уровень условности, да, там была бы позитивная ситуация, надо обязательно обойти. То есть должна быть ситуация, где вы в любом случае его, например, излечиваете или решаете свою задачу. Например, вы здоровы, вам нужно тогда решать задачи других, какие-то свои планы, пусть они позитивные, но это планы требуют времени. То есть это не проблемы, это даже, в общем, наоборот, может вам приносить чувство радости, но все равно же требуется время, да, на решение. И вот получается, что вы переводите из области текущих задач область, которая не проблемная, как бы, в сторону больше как бы правого управления. Вот здесь вот имеет значение в управлении текущими задачами, имеет значение просто симметричность в управлении, то есть больше в сторону правой руки. И когда вы начинаете работать больше в этой области, то они начинают вот эти именно текущие задачи вырисовывать очень строгую как бы сетку управления. То есть из них можно выйти в структуру того, что делать сейчас. Вот как формируется обобщенный импульс или объединенный импульс человека, да? Можно увидеть, почему именно сейчас здесь такая концентрация управления или внимания. Потому что области текущих задач формируют жесткую достаточно, ну, она похожа как бы на такой ячеистая, такой крупнозернистая ячеистность, некие там ближе, может быть, на трехмерном уровне, как соты пчелиная, такая информация. Кстати, она имеет очень такой размытый цвет. Вот что интересно, что текущие задачи, хотя они, с одной стороны, четко определены, казалось бы, да, у человека, ну, если он не обязательно ему все помнит, да, у него может быть где-то всплыть, что вот более ранние какие-то задачи и так далее, но, тем не менее, именно существует область некой нефиксированной системы действия. Вот, важно, что когда человек делает какое-то дело, возникает некое следующее, то есть система не конечная. И Бог так и построил эту систему развития, что в текущих задачах все время добавляются какие-то третьи задачи. И если, значит, задуматься над тем вообще, как они добавляются, зачем они вообще нужны человеку, да, в данный момент именно такие задачи, то надо проанализировать, что он вообще хотел более, ну, что ли, ранним образом делать человек. И, кстати, практически при должном уровне внимания к себе всегда можно найти свою первичность, что это вы были инициатором данного события в каком-то уровне. То есть вы, например, сделали определенное управление, если, конечно, ну, не какое-то там крайне негативное событие, а, по крайней мере, там какой-то, может быть, если даже имеет какой-то статус, ну, не того уровня, с которого вам хотелось бы, но, тем не менее, всегда можно проследить, что вы участвовали. Вот в крайне негативном событии не участвует человек для себя. Ну и по Конституции, да, определено, что человек не может на себя там никак отрицательно влиять и так далее. То есть получается, что мы имеем статус того, что Бог изначально не сделал негативного события. Тогда возникает вопрос вообще, откуда берется, ну, ясно, что, например, там недостаток знаний человек должен постигать, и тогда он будет обходить какие-то проблемные области управления. Но, тем не менее, здесь получается так, что если вы, например, делаете управление таким образом, что, ну, как бы область, так скажем, негативных задач, которая существует, ну, начинает как-то видоизменяться, да, в структуре, нужно сделать эту область управляемой и сделать так, чтобы они при реализации, если вы, например, там, не тратите на них время, они как бы сами по себе где-то всплывают, чтобы они были все-таки полезны для стратегического уровня развития. То есть в области текущих задач есть такая линия, она несколько отдаленное управление, как прогнозная фаза, выглядит как прогноз вроде бы даже, но реально эта информация опять не совсем даже, вот, ну, скажем, вариант, относящийся только к прогнозу, а именно как пространство действия, но
пространство, которое работает в будущем. Здесь есть интересная очень область, которую можно как бы пощупать на управлении, ощутить, что в структуре будущих событий есть система, которую можно использовать как систему доступа в управлении к будущим событиям. Ну, как, например, там длинная там какая-то, ну, ложка, скажем. И вы этой как бы ложкой, некой такой, что ли, связью, можете работать с будущими событиями, но находясь в пространстве текущего времени. То есть переход в систему будущего не путем там управления, а как бы механистическим путем, путем просто того, что вы проходите на линейном оптическом принципе. То есть одна часть находится здесь, в текущем времени, а другая просто переваливается в структуру будущего и начинает варьировать будущие события. И что хорошо в этой системе, что вы берете и все время держите, ну, как бы руку на пульсе, что ли, то вы все время, в данном случае речь идет о том, что вы постоянно контролируете ситуацию из текущего времени. Значит, в области текущих задач есть задачи и решения такого типа, что вы контролируете многомерные процессы процессами как бы меньших измерений фактически. То есть, имея одну просто оптическую линию, можно контролировать многомерное будущее. Потому что ведь будущее не просто оно там трехмерно, и есть еще пространство времени, да, там еще и много вариантов развития. И вот корневым уровнем именно управления текущими задачами является точная выборка вариантной среды, чтобы вариант сразу же стал один-единственный и точный. Особенно в системе макроспасения, конечно, люди вынуждены это делать, то есть человек не имеет права ошибиться, если он, например, спасает АЭС и так далее. А по предыстории того, что человек не всегда в таких условиях вообще находится, он не всегда диагностирует АЭС, например, ну, кроме тех технологий, которые это делают постоянно и привыкают, да, например. А если он начинает сталкиваться первично, тогда для него это необычно. Даже для технологов, которые диагностируют долго, не всегда АЭС представляет проблему. Можно сделать диагноз на 5 лет и, например, по конкретной АЭС больше не возвращаться. Можно, в принципе, на 10, можно и на бесконечность. Если АЭС никогда не будет с ней проблем, зачем вообще на нее обращать внимание, да, например? Тогда получается, что в связи с тем, что какие-то события видоизменяются, нужен контроль за теми, ну, например, там АЭС, которые как бы становятся проблемными благодаря уровню там сочетания событий какому-то там. И, значит, не то что проблемно, а как бы вызревать информации. Часто они не проблемные, а имеют просто системный уровень. Ну, то есть там разные принципы получения информации. Получается, что мы должны выделить в своем восприятии систему, когда вот эти вот текущие задачи начинают преобразовываться в систему контроля за многовариантным будущим и получить, как я сказал, один вариант действия. И вот когда мы получаем один вариант действия простым, как бы механистическим, выглядит он даже как механический уровень распространения информации текущего времени. То есть, ну, например, там пластина какая-то, да, лежит. Кстати, выглядит четко как пластина. Например, там похожая на такую тоненькую пластинку в виде линейки, имеет плотность определенную, эта среда, и она выдвигает структуру будущего, и вариант фиксируется. Выбор пути, да? Выглядит вообще просто, а на самом деле это выбор пути человека. И он должен быть абсолютно устойчивый, точный. Если он, например, делает выбор сейчас, он же потом по нему уже идет. Особенно ситуация в том, что видоизменить систему потом можно только в условиях как бы мощного внешнего управления по отношению к себе. То есть тогда вы управляете уже не ситуацией перед собой, да, в будущем, а как бы в ближайшем уровне. Если вы хотите, выбрали путь, а потом хотите видоизменить, тогда нужно прямо на себя делать управление внешнее, возле себя, да, возле физического тела. А это уже контакт такого более высокого порядка, то есть вам приходится больше ресурсов в управление вкладывать. Поэтому всегда, конечно, можно видоизменить, улучшить, но тем не менее есть принципиально радикальный момент, где вот это вот зерно выбора, как бы, да, такое, ну, зерновое центральное решение выглядит как концентрация света. Это принципиальный момент. То есть выбрать правильный элемент, это в области оптических элементов управления, это выбор именно как бы правильной концентрации света фактически. То есть правильно сконцентрировать свет. Следовательно, я вот перешел к тому, что свет можно, а вообще говоря, нужно уметь концентрировать. То есть, например, мне нужно сделать точное решение. Да, я хочу, там, засветив какой-то участок, взять этот цвет, сделать наиболее интенсивным в этой точке.
По каким причинам? Вот, ну, я считаю, что в данный момент это наиболее там, оптимальное управление. Я это просто вижу, что это управление как бы единственное. Да? Я смотрю, что если я хочу управлять по-другому, тогда должен следующий пласт рассматривать. В данном случае же я смотрю именно область текущих задач, которые мы ведем как бы постоянно. То есть мы должны их воспринимать как систему текущего действия. Поэтому я беру, значит, и считаю, что эти задачи, ну, они, во-первых, как бы на информации понятно, что существует, я просто их еще выделяю в информацию. То есть я их даже не назначаю существующими, они и так есть, да, я их просто выделяю, где они вообще находятся. Тогда получается, что я должен иметь некий узел, сконцентрировать какой-то свет, который бы показал мне следующий уровень. Ну, там, я могу посмотреть и видеть сразу результат, да? А человеку, чтобы, например, ну, аналогично, скажем, действовать по технологиям достаточно просто, что любой человек может сконцентрироваться на будущем, постараться поднять сигнал и видит вот этот следующий просветленный участок. Тогда получается, чтобы просветление будущего, как бы, все-таки бесконечное будущее, свет, он бывает, что рассеянный. Вот в чем особенность? Мы все выбираем как бы структуру пути, где есть текущий уровень, достаточно плотный уровень, а будущее многовариантно, свет рассеянный. Надо еще уметь получить с рассеянного уровня как бы стыковку плотного уровня с рассеянным. И вот тогда я просто концентрирую свет где-то. Как правило, это ощущается некая удаленность в управлении. И физически вот так и выглядит, например, в этой точке, там, сантиметров 55, например. Да? Я начинаю делать управление, и от этого, от уровня от 55 сантиметров, например, концентрирую свет. И вот свет, который я сконцентрировал, он начинает светить в систему будущих событий, и по аналогии вот свет обладает таким же свойством. Подобные системы как бы друг друга опознают. И по аналогии взаимодействия между элементами света я понимаю, что есть текущий свет сюда. Значит, и уже отсюда, из устойчивого настоящего, да, я определяю устойчивое будущее. Вот я взял и слепил, да, конструкцию, замкнул систему. Все бесконечное будущее зафиксировано как устойчивая система. Потому что всего лишь навсего я выделил область текущих задач, сконцентрировал свет и получил некий мостик, вот это узел, да, переход. Ну, я начал то, что есть зерно в будущем, а в данном случае это концентрируемый свет. Это не совсем зерно, но по свойствам где-то близко иногда. Почему иногда? Потому что бывает, что достаточно просто свет рассеянный, и вы сразу понимаете с практикой. То есть область текущего совпадает с будущим, и вы находитесь как бы в будущем уже вот. Быстрее вы работаете в структуре будущего, вам тогда не нужно проходить через область только текущих задач, потому что ведь работать в пространстве информации можно там, или через будущее, там, или через текущие задачи. В принципе, это, в общем-то, примерно часто одинаково, но для стратегических систем, особенно при, значит, если, например, вы лечите от какого-то сложного, тяжелого заболевания, или если, кстати, вы хотите сделать именно воскрешение, да, значит, то получается, что здесь вот именно долгосрочное будущее, там, очень отдаленное будущее, как раз-таки достаточно эффективно работает в том случае, если вы, например, берете очень отдаленное будущее и получаете сигнал устойчивый, потому что в будущем эта ситуация отработана. Вот проще всего где реализовывать, ну как бы, рассматривать, где происходит взаимодействие всех событий, да, например. Как вообще событие будет выглядеть, как к нему вообще люди должны привыкать, да, к какому-то событию. Проще брать события и реализовывать в будущем путем сочетания разных ситуаций. Получать как бы уже готовое событие, что к нему все привыкли и как бы проблем нет. И в готовом виде получать проецированную фазу сюда, то есть воспитывать фактически коллективное сознание там. И сюда получать уже гармоничную фазу управления. То есть вы берете и систему коллективных задач, кстати, можно таким образом выводить на уровень именно коллегиального такого спокойного управления, то есть на уровне, в общем-то, например, общественного, что ли, мнения практически не происходит каких-либо, ну, что ли, ситуаций там привыкания к каким-то там новым системам управления, потому что часто новизна управления еще заключается в том, что вы имеете все-таки, ну, как бы спектр иногда того, что вам нужно что-то сделать, да, обязательно,
А в коллективном сознании, например, там отсутствует элемент, ну, что ли, широкий по данной области. Просто у меня, например, в практике управления, вот когда еще даже там просто излечение от 4 стадий рака шли, казалось бы, человек, ну, живой, просто он излечился, как бы ничего такого логически особенного нет. Вот. Единственное, что рак считает, что, ну, или сложно излечимая ситуация, или там в ортодоксальной медицине не всегда там излечимый вариант. Так как вот эта фаза коллективного сознания слишком бьет по сознанию того, например, там, нотариус заверяет, и он как бы очень сложно привыкал. Вот я помню, как бы первые элементы, но сознание человека такое, что за полчаса-то он привыкал примерно, но для него это уже становилось бытовой, да, работой. Идут излеченные, и он как бы их фиксирует. Но вот первое время напряженность очень высокая. И вот мы дальше я сделал очень простой прием, я просто на все вывел информацию в будущие события, и уже следующие люди из очереди, которые там регистрировались излеченных от 4 стадий рака, они спокойно уже приходил, на них практически не реагировал, как на обычного человека реагировал. То есть, значит, здесь как бы получается, что вывод в систему адаптации к будущим реакциям, да, отработка ситуации в будущем, это очень сильная как бы прерогатива решения задач сейчас. То есть в текущих задачах, это как бы некий аксиоматический принцип, нужно выделять линии, которые помогают вам решить задачу там, адаптировать систему, может быть, необычную или сложную систему, к текущим вариантам здесь. То есть с точки зрения Бога вообще все системы равны. Сверхразвитая цивилизация приравнивается к цивилизации обычного типа, ну, как бы, которая не техногенная, например. Там. Ну, не всегда техногенность — это есть развитость. И вот эта условная как бы ситуация, она как раз-таки уравнивает все системы и связи таким образом, что вы имеете практически всегда, с точки зрения Бога, если вот рассматривать восприятие, то он всегда смотрит на равным образом. Поэтому получается, что вы, уравнивая ситуацию там, и приходите на уровне спокойствия, там, равности сюда. Особенно, кстати, в технологиях, например, там, воскрешение людей несколько там, необычно для многих. Часто звучит, что, там, например, там, если они смотрят на воскрешенного человека, это иногда необычно, особенно первый раз, хотя это обычные люди. А привыкание здесь же не должно быть, это обычный человек. То есть он ничем не отличается. Следовательно, значит, с точки зрения коллективного сознания все люди равны, вот принцип равности. Значит, срабатывает, что обычно логическая фаза очень быстро принимает, то есть она не то, что, ну, она вынуждена принимать, человек, который не сталкивался, да, с таким процессом, и в коллективном сознании это становится, ну, обычным, что ли, фактом, в общем-то, не вызывающим, кстати, каких-то даже вопросов часто. А вот если такие ситуации чаще отрабатывать в фазе коллективного сознания и приводить сюда уже готовые решения, там просто детализация выше, да? В отличие от излечения, например, там 4 стадии рака, это вообще принципиальный тоже вопрос. Излечение — это все-таки человек не умирал, и это совсем другой процесс. Обычное лечение, то есть там как бы это что лечить одно, что другое заболевание, в принципе, это типовой вариант. А вот именно при воскрешении все-таки как бы существует некий уровень рубежа, там, и вот здесь это другой тип процесса. И получается, что там просто больше работы. Если сложная какая-то вообще задача, в принципе, у человека, тогда получается, что вы можете ее провести через отдаленную область какой-то текущих именно задач будущего для сложных областей. Обратите внимание, что то, что связано с человеком, это имеет спектр всеобщности. То есть и сюда, и в бесконечность это один статус. А вот если сложная задача, это опять область текущих задач того будущего. И она, кстати, имеет такой же оттенок. Здесь плоскость текущих задач, там плоскость. Кстати, часто, вы, наверное, обращали внимание, что часто области очень совпадают. То есть вы работаете все время почти на одних и тех же поверхностях. Человек привыкает к каким-то поверхностям, на них все время что-то делает. Вот обратите внимание, что многие делают всегда почти на одном и том же, да, иногда много лет подряд, на одной и той же платформе как бы информационной. И нарабатывается платформа часто там от обучения, там где-то в школах, там, в институтах и так далее, просто от обучения любого. И платформа — это как некий там краеугольный камень, несущая платформа, она имеет форму, устойчивую для данного человека. Вот если постараться эту платформу как бы приподнять, там, зайти к ней изнутри, как бы, да, с внутренней стороны, то видны вы сами. То есть вы везде видите себя, что вы делали, где находились в данный момент. То есть видите себя со стороны, с точки зрения того, где ваш взгляд соприкасается с взглядом Бога.
соприкосновение вашего взгляда на себя и взгляда Бога. Вот прямо ощущается как соприкосновение, ну, как бы неких, что ли, таких лучей, плоскостей. И это очень такое достаточно своеобразное зрение, то есть зрение, где вы на себя смотрите столько же времени, сколько, например, там смотрит Бог. И это время достаточно быстротечно. То есть вы умеете здесь управлять временем. Выходя из этого управления, вы обладаете технологией управления временем. Следовательно, одна из областей, а в общем-то достаточно развита как бы макрообласть текущих задач, это система управления временем через, ну, как бы самовосприятие или там самодиагностику, хотя это не в прямом понимании диагностика, а это больше взаимодействие с собой. Вот как, например, делает Бог. Он же взаимодействует с собой все время. Тогда возникает вопрос, как он вообще взаимодействует. То есть я делаю управление, встречный сигнал — это опять мой сигнал. И получается, я должен как-то дать, да, вот, людям сведения, каким образом человек, который, как он считает, ну, следственный уровень управления как бы в макросистеме, то есть он был сначала создан, хотя на самом деле принцип самого сознания, он часто по подобному образу совпадает с полным спектром того, как самовоссоздался Бог. То есть человек просто, ну, он не раскрыт, он считает часто, что в коллективном сознании, что вот он, что у него ткань какая-то существующая, да, она существует и все. А на самом деле он может ее создавать. То есть, поэтому принцип вот этого создания, соприкосновения, как Бог взаимодействует с собой, принцип следующего создания — это назначение области текущих задач. То есть область Бог назначает себе сам. То есть фактически это не просто его мышление, это мышление со структурой событий, причем тех, которые видят другие, там уже, да, люди, например. Получается, что исходя из этого, вы начинаете рассматривать, ну, такую область, да, могут эту область видеть, ну, воспринимать на определенном уровне, взаимодействие растения, камни, какая-то другая система реальности, но когда видят люди, это уже решение вопроса, потому что дальше можно передать вот в эту область, где идет самовзаимодействие, то есть взаимодействие человека с собой. Человек сам себе ставит текущие задачи и их же решает, да, фундаментальный принцип решается. Автономная область управления развивается в бесконечную систему. То есть сам с собой человек как бы, ну что ли, во внутреннем определенном как бы диалоге, даже в случае выбора решений. Значит, то, что человек изначально абсолютно свободен, он может только принимать решения, которые сам же себе и ставит по существу в реализацию. И получается, что по этому принципу он начинает взаимодействовать, а расширяется бесконечность. Да? И вот в бесконечности эта область как раз-таки вот текущих задач, да, она позволяет контролировать быстротекущие внезапные ситуации. Или ситуации, которые необходимо решать, ну, там, с пользой для себя. Да? Если, например, вам некогда заниматься, или вы считаете, что, может быть, это несущественная просто проблема, но вы должны из нее получить пользу. Значит, тогда, получается, вы выходите вот в эту фактически сверхбыструю область, которая, в общем, ну, называется, скажем так, областью там, мгновенного действия, там, за пределами текущих задач. Хотя, получается, это текущее время, мы сейчас действуем, но берем мы и отделяем как систему сверхбыстрого действия. То есть мы действуем настолько быстро, что мы не относим вообще это действие ни к какой области. Кстати, так же делает и Бог. Он взаимодействует с собой по созданию материи, когда делает на сверхскорости. Область не успевает как бы определиться, где она, и возникает пространство. То есть, значит, следующая методика создания пространства настолько высокая скорость, что она не фиксируется в каком-то временном интервале, да, эта система. Значит, пространство рождается в структуре, ну, как бы, скоростного вывода времени или там отсутствия времени. И, значит, вот эту вот платформу внутреннюю, которую, ну, мы опознали как систему, например, там, текущих задач, получается, что мы всегда можем любую информацию изменить, потому что информация же по времени приходит, с точки зрения восприятия. А значит, у нас есть как бы элементарный ключ. Да, кстати, выглядит по форме как ключ системы. Она напоминает программу. Поэтому управление с ключом упрощено, кстати. Если вам нужно перемещать материю, вы видите форму ключа, материя будет более податлива. Значит, или там на форму ключа можно положить носитель какой-то и протянуть, да? Ну, например, там
какие-то действия даже может там, с физическими элементами делать и так далее. И получается, что мы имеем ну, некую ключевую форму, да, есть такое понятие. Как раз форма зерна, в общем-то, это в том числе и ключевая форма, некий ключевой образ. Да? И мы как раз-таки здесь выводим управление, и тогда ясно, что любую информацию можно видоизменить, можно создать тот смысл, который вы хотите, конечно, в лучшем для всех образов. И можно, например, сделать ускорение там, в действии, там, в словесном выражении, в мышлении. То есть вам нужно промыслить и ускорить скорость, чтобы скорость была выше, на всех распространима. Можно одну мысль промыслить, ну, там, позитивную какую-то мысль в частной задаче, но уже дальше, не рассматривая ее прикладного значения, вот вы можете, там, вылечив, например, одного человека, значит, распространив этот сигнал с большой скоростью на всех, уже дальше вылечить всех других, например, ну, кого вы воспринимаете в управлении, просто потому, что вы просто распространяете сигнал, то есть выходите на сверхбыструю скорость. Можете просто начальный импульс сформировать из лечения, его с высокой скоростью распространить. Это, кстати, мощнейшая технология лечения для тех, кто даже начинает заниматься. Увеличение скорости сигнала, и все. В обычном состоянии, чтобы перейти в реальность, вам просто нужно значит, рассмотреть в обычном как бы, состоянии человека, ну, в бытовом, в том состоянии восприятия, в котором как бы, все люди просто занимаются своими делами, и тогда перевести просто мысль в управление, в реальность. Да? А ведь я учу работать всегда просто в обычном состоянии. То есть управление, с моей точки зрения, вот, ну, я считаю так, и практика покажет, что по моей технологии всегда можно сбалансировать восприятие любого человека. Да? Там, тем более человек всегда может свое восприятие так настроить, как ему нужно. Все-таки управленец, он всегда может вывести управление до нужного ракурса. Там, сложную техническую систему, например, освоить, какие проблемы, выделить фазы в информации, сравнить эти фазы с тем, ну, как бы процессом, что это в технике соответствует, получить просто образ, и образ это и есть знание. Или там язык вообще, или какую-то ситуацию вытянуть. То есть есть ситуация, вытянуть задачу, к ней просто адаптироваться, и получается решение не потому, что вы там слишком много вкладываете ресурсов, хотя если нужно, можно вложить ресурс, но ведь вы же ответственны за всю, получается, цивилизацию через систему макроспасения. И получается, вы всегда работаете как бы на уровне постоянного контроля за макроситуацией. По моему учению, человек всегда работает через спасение всех. Значит, на каком-то уровне внутреннем, ну, как правило, это уровень души или духа сверх такого развитого в бесконечность. То есть речь не идет там о развитии духа там, в плане творческих каких-то задач, а просто у любого человека можно взять и механически просто свет духа растянуть в бесконечность. Это может любой человек. Маленький, там, большой, взрослый и так далее. Я специально отделил маленького и большого от понятия взрослого. Значит, и когда вы начинаете работать, предположим, в управлении, то получается, что мы, вот если вот это отделение сделать, может быть, ну, ростом большой, но еще молодой, да, например, тогда получается, что мы технологию омоложения, кстати, находим в структуре роста, потому что область текущих задач все время выделяется в решении. Вот рассмотрим рост человека. Он имеет маленький размер, вырастает, но возраст там у него небольшой, например, там, значит, а когда он увеличивает возраст, он где-то постоянно себе увеличивает концентрацию текущих задач. Значит, система омоложения очень проста. Пройтись по этой же траектории, просто взять и сделать текущие задачи разреженными прошлой задачи. И прошлое здесь видно как бы с другой стороны, ну как бы с тыла, скажем так, да, своего же. Значит, берете, разреживаете эту область и все. Омолаживание идет в основном, кстати, на коже, вот в этой технологии. Потому что во многих этих технологиях омолаживание сначала внутренних органов, потому что человек же, когда работает, он работает как бы изнутри, а работа это и есть омолаживание. То есть многие люди же воспринимают, что работа куда-то во внешнее пространство, и, значит, как бы отсюда должен идти сигнал. А очень часто из-за того, что человек работает от себя, этот орган какой-то и омолаживается. То есть в этот момент он не где-то там сигналы как бы создает, а он создает их, кстати, вот тоже через область текущих задач внутри. Он работает в основном из уровня начала сигнала. А прослеживает уже сознанием, вот Бог же создал сознание, и он же так и прослеживает
сигнал, но ведь начальный сигнал Бог создает всегда в себе. Вот просто у Бога отличие, что он и начальный, и следственный, как бы это одно для него. Там, да? Значит, получается, что для человека просто вот здесь ему нужно логически это связать, и все. Тогда он, получается, работает в тех же координатных условиях, и те же имеет данные по управлению именно в области текущих задач. И исходя из того, если мы хотим, например, здесь уже, значит, да, вот по омоложению эту тему, если рассмотреть дальше, то здесь вот в этой системе можно больше получить уже внешних признаков на коже, как вот, ну, принято считать, что человек молодеет, когда, ну, как бы по внешним, не обязательно только коже, именно по внешним признакам человек молодеет. Но в этой технологии, конечно, подтягивать как бы омоложение внутренних органов, это примерно то же самое, что сначала молодеют внутренние органы, потом это визуально становится видным, а здесь просто наоборот. И как бы, когда мы начинаем делать, ну, как бы сканирование, такой внутренний переход с одной области в другую, там внутреннее омоложение, внешнее, то мы видим опять вот эту вот систему перевода как бы информации, да, в структуру именно принятия решений как бы внутри себя. То есть человек где-то на уровне органики, скажем, да, внутри себя принимает какие-то решения в отношении себя. То есть организм — это как бы достаточно самоустойчивая такая система, да, автономная причем, это понятно визуально. И когда мы начинаем думать, а ведь организм, ну, как бы принято считать, что он в неком таком автоматизированном режиме иногда работает, и какой-то идет уровень решения. Вот надо осознать, где работает физическое тело. В этой области текущей задачи нужно четко выделить как бы структуру мышления, именно, ну, относясь, так скажем, к физическому телу, что ли, область мысли выделить, которая соответствует физическому телу. И когда вы начинаете выделять, то вот есть там некие понятия, существуют какие-то там другого типа тела, ну, ментальные и так далее. Я на самом деле не разделяю, вот в моей технологии мы просто работаем сознанием, да, фракцией, элементом сознания. Но вот выделение из мысли области, которая соответствует физическому телу, делает вот именно это действие как действие совмещения физического тела с данным элементом мысли. Но мысль, хотя она, как мы берем какой-то элемент, все равно она взаимосвязана, и мы все равно имеем всеобщий уровень взаимодействия. И здесь, чем быстрее мы начинаем работать, как бы промысливать, да, решать больше вариантов, то тем быстрее мы как бы входим в интеграцию с бесконечным уровнем, на уровне логики. Значит, и получается, что с какого-то уровня, если у вас много очень, ну, каких-то задач, то существует уровень просто просмотрового состояния, значит, где вы линию фактически там задач или там реализации задач создаете за счет того, что вы на нее и смотрите, и создаете. То есть вы работаете так же, как делает Бог именно в действии бесконечного развития. Вы не просто смотрите, а все время как бы что-то добавляете. Вот эта вот добавочная часть, это есть развитие, например, вашего физического тела, состояние физического тела. И тогда получается, что вы всегда контролируете все, что происходит вокруг тела на определенном уровне. Именно текущих, вот именно таких как бы близких. Но они, кстати, и выглядят как текущие задачи, потому что все время идет некое движение. И когда вы начинаете видеть, что действительно есть область, которая всегда контролирует ваше физическое тело. То есть у вас, по сути, когда вы ее видите, и хотя бы 1-2 раза проработали, ясно, что лично у вас проблем не может быть. Каких-то реальных, там, ну, со здоровьем там, и так далее. Значит, вопрос стоит, конечно, в других людях. Как распространить эти области на других людей? Как сделать так, чтобы ваша устойчивость позволила им жить бесконечно и так далее. Да? Вот как делает Бог? Он дает знания, там, кто-то из людей воспринимает, начинает давать другим. То есть чем больше людей воспринимает эти знания, тем эффективнее вы распространяете на всех, шире, да, получается. Значит, задача в области текущей задачи существует очень четко выражен именно образовательный принцип этого пространства действия. То есть вы должны совершенно четко показывать, как вы передаете информацию, ну, как бы хотя бы самому себе. Как человек, например, изучает какой-то предмет. Он часто, ну, как бы выступает как некий аналитик, да, действия своего. То есть он
смотрит на знания, которые он получает, находясь, например, там, в физическом теле, и знания воспринимает как бы как внешне, ну, некая самооценка, но нет внешнего наблюдения. Самооценка есть, но действие не выходящее за пределы импульса управления. Да? То есть он смотрит, считает, вот так-то на него посмотрит преподаватель, да, если он экзамен сдает где-нибудь там в институт. А, например, он при этом находится в области просто своего как бы, восприятия, вот такого как бы несколько локализованного, что ли, типа вот в пространстве восприятия именно. Получается, что исходя из этого, можно сразу понять, что человек просто видит, что у него в будущем произойдет. При определенной устойчивости в текущих задачах будущее начинает приближаться сюда в виде конкретного опознанного сигнала. То есть фактически это технология управляемого ясновидения на самом деле. Причем прогностического типа, не в реальном времени, а именно будущих процессов. И исходя из этого, мы можем, в общем-то, взять управление, ну, некие такие, как линии идут своеобразные, они раскрываются, и можно взять то, что вам нужно из будущего фактически. То есть, ведь есть еще линейные, общеизвестные какие-то варианты, которые четко выражены тем, что если вы идете в магазин, где там продают, например, там трикотаж, условно написано такое слово, значит там в большей степени есть трикотаж. Там придумать, например, там запчасти к автомобилю, это сложно. Для неких, может быть, сельских магазинов такое совмещение существует. Но вот эти вот линии, например, действий, там совершенно однозначно. Их, ну, в крайнем случае, туда входит весь ассортимент, который возможен. Это крайний вариант, да, чисто логический. Получается, что мы видим рождение логики. То есть где вообще логика рождается для человека? Например, человек должен часто, может быть, задавать, если есть время, например, вопросы по фундаментальным каким-то процессам управления. Получается, что в данном случае все-таки я даю часто в большей степени прикладные системы управления, а вот если сделать так, чтобы они были и фундаментальные в познании, то мы должны знать корень любой ситуации. И мы часто в управлении приходим к тому, что мы видим, что как я вот делаю управление, там в момент именно семинара я делаю управление, где участвуют люди, которые слушают, которые будут слушать. И получается, что здесь я начинаю таким образом работать, что выявляется какая-то очень там, полезная, что ли, система действия для других людей. Например, там, в данном случае вот мы выявили здесь такую ситуацию, что как вот выявить логику, вот эти линии логического плана поведения, откуда они берутся, например, да, у человека. Ну, есть, как я сказал, там на плане там, сравнения вещей и магазинов, что здесь есть то, что действительно входит в сферу обычной логики. Но теперь вот если мы хотим значит, все сделать логичным и понятным, логика — это очень удобный инструмент управления. И вот, значит, нам нужно, например, там, для процессов необычных, там, для процессов, может быть, не то, что даже необычных, но, кстати, вот, между прочим, процесс, там, например, воскрешения с точки зрения там, христианской веры, уже речь идет о тысячелетиях веры, он, наоборот, наиболее укрепленный. То есть огромная масса коллективного сознания выработана на уровне реального факта воскрешения Христа. Получается, что, исходя из этого, это как раз-таки вот просто работа в коллективном плане, там, это не так, в общем-то, сложно. А вот именно если какая-то сложная задача в плане уникальности там, или в плане там, какой-то сверхсложности, вот здесь вот она может быть первично выявлена в системе управления, тогда вот в области текущих задач мы имеем структуру выдвижения вот этой вот логической фазы, как бы, да, создания логической фазы, как систему механистическую. То есть мы можем логику построить, ну, как некий конструктор для себя. И имея эту модель, иметь уже точное решение логического типа. Это очень важно, потому что одно дело просмотр управления за счет диагностики духовной, тогда все точно, понятно, но скорость очень высокая, и человеку приходится как бы, ну, часто тянуть структуру сознания вслед за сигналом как бы диагностическим, да? Отвлекается он на какое-то время, и устойчивость требует постоянного как бы досканирования, ну, некого возвращения к ситуации. Диагностика душой — это устойчивая фраза, ну, как бы в фразеологическом уровне это некая даже фраза, там, некое восприятие, обычно это слово фиксированное, которое
уже позже опознаются как в текущем уровне управления. То есть даже фраза не сразу проявляется. И получается, что опять время. А задача устойчивости — это опять отдельная задача, потому что душа — это уровень самопостижения. И когда вы снова возвращаетесь к этому месту, там могут быть уже другие задачи. Вы решили эту, а как дальше? Да? Там уже стоят задачи вообще прогностического какого-то будущего, и уже там вы решаете. Вы можете, вот, кстати, по этой технологии наблюдать за душой, что ваша душа решает в этот момент. Получается, что логика часто очень хорошая и очень даже, ну, как бы необходимый уровень постоянного контроля за областью текущих задач. То есть достаточно вот эту, как бы, логическую фазу поставить, законтурить все задачи, и вот логика постоянно держит управление на уровне, ну, как бы, некой системы такой сосредоточенной, и одновременно ощущение какого-то натяжения как бы существует, что вы постоянно находитесь во взаимодействии с этими задачами. И это уже есть управление, то есть это есть правильное, привычное восприятие. Ведь привычное восприятие — это часто точность в управлении. Если что-то непривычно, надо задуматься, почему. Что это? Либо это очень хорошо, либо какие-то проблемы, да? Значит, если очень хорошо, то почему? То есть зачем это вам нужно, что-то очень хорошее? То есть лучше всего, я, конечно, не призываю там очень уж там детализировать какие-то вещи и к чему-то относиться, может быть, с ненужной там осторожностью, но тем не менее, значит, любой необычный сигнал требует какого-то анализа, да, ситуации. И, значит, проще всего взять и точно понять, что там находится. Проще всего. Просто посмотреть на информацию, посмотреть, откуда сигнал, распознать, какой участок будущего это, что там находится. Если это вас не очень беспокоит, или, в принципе, как бы вам это, или это все равно, то, но распознали сигнал, и все, идете дальше. И вот, чтобы как бы распознать вот этот сигнал на уровне устойчивого плана, кажется, его распаковать, опять приходится выделять фракцию будущего, в логику переводить и еще работать в области текущих задач, но уже там, как бы в бесконечности. То есть мы берем структуру, известную нам, вот, да, механизм текущих задач, переносим, эта система, кстати, при переносе в бесконечность, она уменьшается, и, кстати, там управление так идет, что достаточно начать работать со словом в начале, слово отрабатывает как всеобщая система. И имеет всегда созидательный смысл. Вот обратите внимание, что есть уровень управления, где слово всегда имеет только созидательный смысл, любое слово. Это очень такая уникальная область, но она как раз-таки вырастает из области текущей задачи, потому что в текущем времени норма, любое слово, сказанное в норме, все равно ничего не производит отрицательного. И когда мы, например, выводим управление сюда в логику как бы бесконечных процессов, то получается, что опять неким узловым таким, ну что ли, неким ребром, что ли, уровнем жесткости действия, значит, является уровень самопознания человека в области вот текущего времени. То есть почему мы ставим задачи, и кто, например, хочет, да, занимается самопознанием, самоуправлением, а в образовательном процессе, особенно в школьном возрасте, у человека это часто бывает как необходимость. И если вот задуматься над тем, что есть вот взаимодействие с реальной жизнью, а что есть образование, обычное там какое-то школьное, то получается, что да, в школьном уровне образования это как бы объем знаний, а вот именно управление реальностью, вот как человеку уметь управлять реальностью, да, в любое время, то вот здесь вот совмещение известных знаний, как аксиоматический такой принцип звучит, как аксиома, причем такая конкретная, по совмещению известных знаний с областью именно следующих задач, там как раз-таки вот эта логическая фаза, которая вырисовывается, она сворачивается в сферу, фактически, причем такую совершенно ровную сферу, будущего даже больше в начале. Значит, и вот эта сфера уже благоприятного будущего, которое это будущее видно уже через духовную, там, какую-то ментальную диагностику, эта сфера начинает работать на уровне бесконечного пространства, то есть сфера превращается в бесконечное пространство. Как только вы переходите в этот, в общем-то, достаточно, ну, он как бы, как условный вроде бы признак, да, выглядит, на самом деле это конкретная система, это конкретное пространство. Переход сферы будущего в области управления текущими задачами в бесконечность, это фактически решение всех ваших задач в данный момент с учетом контроля с будущих событий. И когда вы эту ситуацию начинаете видеть, то вы видите, что
на логике, на духе, например, да, на восприятии, что воспринимаете в этом состоянии, кстати, можно воспринимать все пространство действия, физическое пространство. Значит, вы спокойно видите свое там перспективное будущее, которое в созидательном аспекте никогда не меняется. Вот здесь именно созидательные аспекты никогда не меняются, когда вы уже работаете в области текущей задачи. Очень интересная величина, что работа с текущими задачами не меняет стратегически хорошего будущего. Потому что такое свойство бесконечности. Тогда получается, что вы здесь точно добьетесь максимального результата в этот момент. То есть, значит, у вас устойчивое управление, вы всегда совершите управление, если только вот этот переход сделать. А сделать переход, как я сказал, можно очень просто. На определенном удалении от пространства, как бы внешнего управления, и переход этой сферы в область макроуправления. В технологии, кстати, старайтесь здесь работать более, что ли, сосредоточенно в этой технологии, более, что ли, быстро, и старайтесь просто работать. Тогда будет у вас здесь в этой технике быстро получаться. Техника данная достаточно универсальна. Контролирует и мелкие, там, и крупные задачи. Главное, что именно это привычно. Область текущей задачи, она очень привычна. Как только вы ее отработаете, это мощнейший аппарат для постижения управления. Спасибо большое за внимание. На сегодня я семинар заканчиваю.